Всем привет, уважаемые подписчики, уважаемые гости, уважаемые друзья. Играет и комментирует для вас LeSuperDZ с канала LeSuperDZ 1996 или SuperDZ Derby. И сегодня мы начинаем наш новый карьерный цикл. Карьерный цикл за Олимпик Марсель в игре FIFA 22. Не удивляйтесь, что у нас сегодня и версия на PlayStation 4 будет, но тем не менее я прошу вас поддержать это видео лайком, не забывайте оставлять комментарий и не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну что ж, тем не менее мы начинаем. Ну что ж, дорогие друзья, пока я начинал, скажем так, играть в FIFA 22, мы думали, за какой клуб сделать карьеру. За созданный клуб или за реальный клуб. В первые часы игры FIFA 22 я играл за созданный клуб Эгриси Лондон. Не удивляйтесь, что Эгриси ничем не отличается от нашего Эгриси, который курирует Василий Уткин. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите четвертый сезон Эгриси, который начался где-то с весны и продолжился уже осенью. Но тем не менее, давайте начинать тем, что мы должны начинать за реальный клуб, а не за созданный, как многие могут делать. Давайте загрузим последние составы, и мы двигаемся дальше. Ну, я думаю, вы уже знаете карьера тренера. И давайте создавать нашего всевышнего персонажа Денджела Полка. Ну что же, вот так будет выглядеть Денджел Полк в нашей карьере за Олимпик Марсель. И вот то, что я вам говорил в самом начале нашего выпуска. Давайте не будем создавать свой клуб. Создание своего клуба мы уже сделаем практически в следующем нашем выпуске, но в отдельной категории, в отдельном плейлисте. Итак, реальный клуб. Давайте, я так думаю, мы переместимся во Францию. Франция ведь это тоже одна из тех родоначальников футбола, которая перешагнула границы из Англии в другие страны. Вот с чего начинался исторический момент для основания клуба Олимпик Марсель. Этот клуб был основан в 1899 году французским футбольным чиновником и охватывал в то время все виды спорта. Становился чемпионом 9 раз и 10 раз выигрывал Кубок Франции. Этот клуб еще называют Le Phocéens, фокейцы, в честь древних греков, живших на территории современного Марселя. Девиз Droit au but означает прямо к цели. Марсель стал первым французским победителем Лиги Чемпионов в 1993 году, обыграв в финале на стадионе Олимпиа-Стадион в Мюнхене Милан. И вот, пожалуйста, стад Велодром, наша арена, по крайней мере, арена французская для марсельского Олимпика. И, соответственно, мы прямо сейчас посмотрим, в каких группах мы будем играть. Давайте поменяем быстренько турнир. Но тут и Лига конференций заодно мы видим с вами. Марсель играет с Лацио, Локомотивом и Галатасараем. Запоминайте на всякий случай, чтобы это все получилось. Итак, соответственно, трансферное окно. Первое летнее трансферное окно мы можем включить. Предложения от сборных тоже можем включить. Жесткость переговоров. Свободная жесткость. Финансовые вложения. Давайте приток поставим где-то в 1 миллиард. Примерно в прошлой карьере мы делали 500 миллионов евро. А вот приток средств сделаем следующий. Миллиард евро. 1 миллиард евро. Ну что ж. После такого начала можно сказать, что карьера начнется прямо сейчас. А начнется она вот такой графической составляющей. Новый сезон дает возможность стать новым героем. Полный надежд и ожиданий болельщики наводняют стадион, чтобы поддержать свою команду. Перед первой игрой нового сезона мы все мечтатели. Игроки, тренеры, болельщики, мы не можем дождаться стартового свистка. Прошлое позади. Это совершенно новый турнир и новая возможность покорять вершины.
В этом году у нас точно получится. Ведь правда? Вперед! Это как раз вот к графике Лиги 1 французской. Давайте создадим следующий наш сейв-файл. Первый у нас был по созданию созданного клуба в режиме карьеры. Но это вы увидите в отдельном плейлисте. Итак, на ваших экранах, скрестите пальцы, новый главный тренер Денджел Полк. И он сейчас получил футболку, которая о многом о чем-то говорит. И вот приглашение на предсезонный турнир, где надо больше призовых получить. Я думаю, что в European International Cup мы точно попадем. Соперниками нашими будут Турин, Брайтон, Саутгемптон, Брюгге, Гранада, Лидс Юнайтед и Эллас Верона. Это потенциальные наши соперники, но в группе мы увидим несколько иные позиции. И вот как раз вот те позиции в группах, которые мы с вами должны увидеть сейчас. В таблице мы видим вот что. Перед первой игрой предсезонного этапа Олимпик Марсель, Турин, Брайтон энд Хоув и Саутгемптон. Две английские команды. Дальше клуб Брюгге, Гранада, Лидс Юнайтед и Эллас Верона. Ну, фактически разнообразие есть. Но в группе только две английские команды. Это фактически как группа смерти. Фактически группа смерти, но я думаю, это не так. Думаю, это не так. Итак, отчет о молодежной академии. Давайте сначала посмотрим на игроков. Оли Фриман. 17 лет англичанину. Саверио Пирас. 16 лет итальянцу. Аянда Тьези из Южноафриканской республики, тоже 17 лет. И Абдул Мариджид Башанди из Египта, тоже ему 17 лет. Но я думаю, что сейчас успех должен быть. Должен быть в каждом из нас. Ну, я думаю, что поскольку сейчас мы отодвинем все, скажем так, тактические расчеты в сторону, давайте наймем парочку скаутов, допустим, из Франции. Кристоф Жако, второй из 3 скаутов доступен. И ну, Альберт Краус, следующий наш скаут, 3-й уже по счету. Ну и организуем работу первого скаута где-нибудь во Франции. Нам нужен голкипер. Причем из родной страны нашей. Из родной страны Франции. Ну и сейчас давайте посмотрим на парочку, скажем так, плеймейкеров из Молдовы. Не из Приднестровья, как многие думают. Ну и Альберт Краус отправится, конечно же, в Германию, чтобы увидеть игрока с уклоном в защиту. Вот до 1 октября мы будем делать такие возможности для чего угодно. Так, ну что ж, сейчас мы организуем работу скаутов. Пока просмотра вакансий нет. И не будет, по крайней мере, смена номера и центр трансферов нам еще понадобится. Джонатан Давид и Тимоти В. 6 но обновленных информаций по быстрым и продуктивным форвардам, но это мы приступим чуть позже. А пока давайте быстренько пробежимся к следующему матчу. Итак, по результатам наших тренировок сейчас вы видите все на своих экранах. Путь к воротам, пас нужному адресату, ситуация в обороне выполнена на 5 с плюсом. Ну, не учитывая пас нужному адресату, там было на 4. Итак, Димитр Паэт приветствует нас. И давайте поговорим вместе с ним. Мы сможем многого добиться. Спасибо Димитрию Паэту, у него настрой уже увеличился. Ну что ж, а сейчас, внимание, мы с вами отправляемся на
очередную игру, первую игру сегодняшнего предсезонного этапа. Напоминаю, что вы смотрите карьерный цикл за Олимпик Марсель в игре FIFA 22 на PlayStation 4. Не удивляйтесь, что не на PlayStation 5, поскольку предпраздничный период мы ждем с вами, предпраздничный предновогодний период, и тогда PS5 будет у нас. А сейчас мы с вами отправляемся на поле. А вот как выглядит состав у Брайтон & Хоув Альбион. Шерпен, голкипер Брайтон & Хоув, Данк, капитан команды Даффи, Вебстер, Марч, Велтман, пятерка защитников, тройка полузащитников Бессума, Вепу и Гросс, Коннелли и Локадия, два нападающих. Нет в составе Нила Мопея, Юзрикао, арбитр встречи, и мы выходим на поле. Ну что же, вот мы на стадионе Олд Траффорд, на стадионе, где играет Манчестер Юнайтед. На Олд Траффорд играют две команды, Олимпик Марсель и Брайтон & Хоув Альбион. И сейчас все внимание на поле. Поехали! Итак, первый пас на Ронджера. Сразу же дает Аркадию Шумилику передачу, но англичане, я имею в виду Брайтон & Хоув Альбион, довольно-таки ощутимо взяли контроль мяча в свои руки. Ну и пока не рискуем. Пока не рискуем пропустить первый гол. Паул Лопес берет первый мяч, и все это заканчивается первым угловым на первых 3 минутах встречи. Посмотрите повтор. Кто нас бил? Кто нас бил? Сейчас, по-моему, чуть ли не Коннелли в данной ситуации. Ну и первый угловой будет подавать Гросс, 13 номер. А Перес будет наверняка отбивать. И вот Гендоси передача. Очень хорошо, но неудачный был вынос мяча. Коннелли. Удар Коннелли, и снова Паул Лопес. Догнать надо мяч. Но не догнал Чингис Ундер. Вот еще раз удар Коннелли. И вот, пожалуйста, еще один угловой со стороны Брайтон & Хоув Альбион. Они сейчас в английском чемпионате идут фактически чуть ли не во второй части таблицы в реальности, если посмотреть. Но если я не ошибаюсь, меня, конечно, подправите. А Гросс подает еще один корнер, на сей раз с левого фланга. Вебстер едва нарушил правила. И снова атака за Брайтон & Хоув. Упал Перес. И игра рукой. За это нужно назначить пенальти в наши ворота, что уже печально. Для меня, так и для вас, дорогие подписчики, гости и друзья каналов Super на TNT6 или Super TZ Derby. Ронджер нарушил правила. И вот сейчас все внимание на 11-метровую отметку. А бить будет против Паула Лопеша Гросс. Итак, Гросс. Пропускаем первый гол. А пропускать первый гол, в общем-то, и нечего. Брайтон & Хоув берет быка за рога. Это сделал Гросс. Ну что ж. Фактически это подарок Паулу Лопесу. Первый подарок. Первый пропущенный гол с 11-метровой отметки. Ну и деваться было некуда. Паулу Гроссу, он увлекся в другой угол. Ну что ж. Гросс, 9-я минута. Этот пенальти был счастливым. По крайней мере. Чингис Ундер. И Гросс начинает. Нет, это Марч начинает двигаться. А сейчас удар, гол! Аркадий Шмилик сохраняет интригу этой встречи. И это ничья на табло. Вот сейчас Чингис Ундер получил мяч. И тут же ответным пасом дал на Аркадия Шмилика. Вот заработала связочка. Из Польши и Турции. Два игрока двух различных сборных, которые могут сыскать свое счастье на отборочном турнире чемпионата мира
2022 года, или может быть даже на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который, напомню, пройдет зимой в реальности. Ну а пока мы видим, что Локадия бьет, едва удержал мяч Паул Лопес. Можно вбрасывать из аута на Чингиса Ундера. Но пока такая стабильность в матче наступила. Я могу сказать, это такое положение сейчас, но пока 1-1 счет. По результату ничья на табло не устраивает команду из Марселя. В то время как вы видели удар со стороны Брайтон энд Хоув Альбион. Аркадиуш Милик, вот первый удар и первый гол. Обогнал он Гросса. И вот тот самый баг, который, я думаю, вы видели на ваших экранах. И Гросс будет подавать уже с правого фланга. И офсайд. Так вот, если Олимпик Марсель сейчас выигрывает первую игру и вторую следом, то уже окончательно автоматически может получить прямой выход в полуфинал. При этом не стоит даже проигрывать сейчас в первой или в третьей игре. Вот Ронжер с мячом. Аркадиуш Милик вот получает мяч. Матч уже не догонит. Удар руками. Отбивает Шерпен. Гросс. Коннелли. Локадия. Коннелли. Пока такой активности не проявляет тренер Брайтон энд Хоув, но пока все движется в хорошем направлении. И вот тренер Брайтон энд Хоув Альбион, я думаю, вы догадались, о ком идет речь. Бисума бил поворотом Паул Лопеша, и все это заканчивается угловым. Угловым со стороны Брайтон энд Хоув Альбион. Гросс. Подача с левого фланга, нет, справляется вовремя. Ой-ой-ой-ой. В попытался пробить. Ну и можно куда подальше выбить. И пока 1-1. Пока говорю, потому что еще 30 минут не сыграно, а вот уже моменты есть и у Брайтона, и у Олимпика. А вот и первый угловой у марсельского Олимпика, который может завершить этим результативным ударом со стороны Аркадия Милика. Но Шерпен мудро спрятал свои когти и выловил этот мяч. У Шерпена есть право 6 секунд, пока, если он не выбьет мяч, он этого не сделает. Правило 6 секунд в FIFA говорит о том, что за истечение 6 секунд он должен выбить или отдать мяч своему напарнику по команде. И до перерыва у нас остается порядка больше 10 минут. Порядка больше 10 минут. И вот сейчас мы с вами видим, как Ронжер и Гендузи поборолись за мяч. На пару. И вот сейчас неудачно справляется. Неудачно пока справляется с контролем мяча Брайтон энд Хоув. Но Олимпик Марсель мудро может произвести прострел низом. Дианг! Неудачно. Ронжер падает, и это нарушение правил. И будет желтая карточка. Важный момент для марсельского Олимпика в первом тайме. И в Бисума. 38-я минута, желтая карточка. Первое предупреждение, на сей раз строгое и последнее. Ну что ж, штрафной предопределил Юзли Као. Чуть ли не японский или китайский арбитр. Но вот сейчас японский арбитр все правильно сделал. Отмашку дал боковой арбитр справа. И, я думаю, вы все видели сами. А на линии штрафных сейчас, если выражаться баскетбольной терминологией, Ундер. Чингис Ундер. Ну что ж. И промахивается Чингис Ундер. Промахивается Чингис Ундер с такой позиции. А ведь могло бы быть и иначе. Могло бы быть иначе.
Но я думаю, что сейчас многое может измениться. Вот сейчас вы видите Коннелли, который пробил поворотом Пау Лопеша, и вы видели, что все это закончилось угловым для Брайтон энд Хоув Альбион. И снова Гросс будет подавать уже с правого фланга. А правый фланг, я вижу, не работает у Брайтон энд Хоув. Он практически сработал в данной ситуации. И вот так вот пропускает Брайтон энд Хоув. Вебстер забивает, четверочка у Брайтон энд Хоув. Сейчас становится 2-1. Давайте посмотрим повтор и проанализируем этот момент. Подает Гросс. Дальше мы видим удар со стороны марсельского игрока, но сейчас вы видели, как Вебстер пробил в незащищенный, но почти докоснулся Пау Лопеш, но там было слишком поздно. Было слишком поздно. Итак, Вебстер забивает у... Адам Вебстер забивает у Брайтон энд Хоув. И первый гол достается именно ему. И сколько же добавит арбитр к началу, к окончанию первого тайма? 3 минуты. А вот теперь аут наш. Аут наш. Я имею в виду аут у Марсельского Олимпика. Надо притянуть еще время для подготовки. Сейчас Аркадиуш Милик. Передачу нужно сделать. Ой-ой-ой. Как-то не устраивает сегодня ситуация. Потому что мы видим, не устраивает ситуация Марселя в этом матче. По крайней мере в первом тайме. Ну и свисток дает на перерыв Юзери Као. И пока Аркадиуш Милик единственный гол забил в этой встрече, но его команда проигрывает 2-1. Гросс 9-я минута, Милик 12-я и Вебстер 45-я минута. Ну что ж, сейчас, по крайней мере, мы представим вам статистику. Пока вы видите другие результаты других встреч. Саутгемптон не обыгрывает Турин, но пока там ничья 1-1. Лидс Юнайтед обыгрывает клуб Брюгге 1-0. И Элос и Гранада пока 0-0. Пока 0-0. Потому что по статистике, вот в общие сведения давайте зайдем. Пока ожидаемые голы 4-0 у Брайтона, а вот у Олимпика Марселя 3-0. XG показатель нам напоминают. А вот желтых карточек у Брайтона пока одна. 2 штрафных удара было у Марселя. Ну и красных карточек не было вообще. Красных карточек не было вообще. Я думаю, что самое время нам сейчас начать второй тайм. Второй тайм начнет Брайтон. Юзери Као дает свисток в свои часы. И Брайтон энд Хоув, принимающая сторона, фактически английская сторона. Но Брайтон энд Хоув находится, их стадион находится на юге Англии. И там есть стадион Amex Stadium. Но сейчас он называется по-другому, не Amex Stadium у Брайтон энд Хоув. Ну а пока мы видим, как Марсель начинает от обороны Катани делать свой контрвыпад. И пока у нас сейчас Диен бьет, и вот гол с офсайда. Гол не засчитывается. Возможность полидировать у Марселя пропала сейчас в начале первого тайма, но, может быть, изменится и во втором. Эта ситуация. Опять же, как они отыгрывают назад сейчас. Брайтон энд Хоув. Так, по крайней мере, отбор мяча не удается. Марселю, но со второй попытки удался. Гендози. А это уже пошла атака Брайтон энд Хоув. Вепу. Коннелли. Отдать назад.
на Пауло Лопеша, Аркадий Шмелик. Вот. Но нарушение не дал арбитр. Мартинс готовит переезд из Монако. Вообще Монако это постпротекторат Франции, но играют они в футбол на высоком уровне. Я имею в виду и Джелсона Мартинса, и Александра Головина, нашего футболиста, который нынче выступает за сборную России. Но пока он на ободах, то есть на травмах сейчас, и может не помочь, пока вы видите офсайд со стороны Брайтон энд Хоув. У нас первая замена. Лирула вместо Чингис Ундер, который вовсе не попал в игру. И Уэльбек вместо Лакадии. Ну что ж. И вот он и первый свободный удар сейчас. Уэльбек. Пас в ноги своему напарнику. Итак, Де Ла Фуэнте. Вот сейчас ответный пас. И нужно решать. Гол! 2-2. Ну вот игра пошла и у Марселя. У Марселя явно пошла игра. И забивает этот гол. Посмотрите, кто это. Допустим, это не Аркадий Шмелик и не кто-то там еще, не Гендузи сейчас. А вот кто забил. А забивает этот гол Дианг. И времени на замену у нас уже не будет, потому что мы исчерпали первую замену. Но две еще нужно исчерпать сейчас. И вот Дианг, 60-я минута, 2-2. 60 минут уже прошло. И это пока еще не все. Ну что ж, еще один пенальти. Гендузи схлопотал. И надо решать уже. Надо уже решать по Лопесу, чтобы взять этот фактически не берущийся удар. Или берущийся, как правильно сказать, я уже не знаю. Но вот и 13-й номер. Гросс будет бить с 11-метровой отметки. И посмотрим, чем это все закончится. Взял наконец-то Паул Лопес. И ошибка Гросса привела ни к чему. Ни к чему не привела. Вот Гросс и пробил в правый угол. Но угадал Паул Лопес. Паул Лопес угадал. В данном случае молодец Паул Лопеш. И пока все легко. Ну что же. Угловой сейчас у ворот Марселя. Брайтон энд Хоув начинает атаковать. Надо двигаться уже в сторону. И вот сейчас капитан Танк никоим образом никак не пробил. Ну и удар от ворот в исполнении Паула Лопеша. Вот сейчас Гросс пытается отдать пас Коннелли. Это удачно. Вепо. Коннелли. Нарушение правил стопотал Салиба, но это вне всякого внимания оставил арбитр. И вот здесь нужно бить. 3-2. Да. Вернул должок Коннелли Паулу Лопешу. Семерка. Классическую Брайтон энд Хоув Альбиона забивает. 3-2. Ну что же. Коннелли пока не допускает ошибок. А посмотрите, какой пас сделал сейчас Дэнни Уэльбек, вышедший на замену. Вот гол плюс пас может он выдать сейчас Дэнни Уэльбек. А вот пас он выдал очень хороший. Ну что же. Коннелли. 69-я минута. И пока 3-2. Все еще впереди. Можно еще наверстать. Лирула вышел на замену. Дианг. Аркадию Шмелику нужно уже делать дубль. Аркадию Шмелик нужен точный удар и гол. 3-3. Все это мне напоминает сейчас. Практически напомнило матч Ливерпуль-Арсенал в сезоне 2008-2009 в английском чемпионате, когда начал Ливерпуль и закончил всем этим ничейным результатом. Димитри Пайет выходит на замену, дабы освежить игру своих товарищей. Но пока вы видите повтор этого гола, Денджел Полк пока радуется. Вот видите, как
Все это получается. Диенг уходит с поля, вместо него Димитри Пайет. И ответная замена у Брайтон энд Хоув. А Брайтон энд Хоув отвечает следующей заменой. Видимо, сейчас замена с заменой последует. Вы видели, что Пайет вышел вместо Диенга и МакАлистер вместо Мвепу. Ну что же, отбор еще один. Коннелли. Удары отражает практически. Отражает практически удар Пау Лопес и Идриса Гея вместо Ранжира. И показывает ему Ранжир, что нужно делать в данной ситуации. А посмотрите на статистику. 7-13, 6-10 это удары в створ ворот сейчас. Пока в данной ситуации Брайтон энд Хоув не отвечает еще на замену. Дэнни Уэльбек, вышедший на замену, сделал пас. Но может рассчитывать и на сегодняшний гол в этой встрече. Пока 3-3. А до окончания матча остается порядка 15 минут. 15 минут, и я думаю, что все решится в одном конкретном эпизоде. Отбить и нет. Нет, все-таки не получается. Луис Энрик выходит на поле вместо Гендези. Воспитанника Арсенала практически. Игрока Арсенала, который нынче арендован в Олимпик Марсель. Ну и Луис Энрик готов подбодрить. И Ролан. Но Пайет промазал мимо мяча. Марч. Уэльбек. Показывает, что был офсайд Гуэ, но он задержался как придуманный защитник. И вот сейчас. Мимо. Мимо Вебстер. Или это Коннелли? Снова Коннелли пробил мимо. Да, это Коннелли. Ну что ж, счет 3-3. У Милика еще будет шанс ответить за свои слова. Фактически в этом матче. Вот сейчас Пайет. Может, пока на нем нет. Удар хороший! 4-3. Вот и Димитри Пайет отметился лучшим голом в своей жизни, может быть. И Димитри Пайет забил вот такой голешник. Дальний. Посмотрите. И замена на позиции защитника. Готовится Чалета Сар. Вместо защитника, который провел уже 83, скажем так, минуты на поле. Ну и Димитри Пайет становится очевидно героем встречи. За такой голешник можно и награду лучшего игрока получить. Димитри Пайет. Первый гол в первом же поединке. И, соответственно, Балерди уходит с поля, вместо него Чалета Сар. 15-й номер выходит на поле. И счет становится 4-3. И надо уже решать. Марсель тоже полидирует в этой встрече. Но надо, чтобы полидировать, нужно иметь показатель, как бы, ой-ой-ой, какая ошибка. Показатель, и вот снова Пау Лопес. Камара пока не будет на замене. Вот словно плечом достал. И вот сейчас тренер Брайтон энд Хоув Альбион видит, как это все происходит. Пока рукой не поймал мяч. Игрок Марселя вот здесь. Ух ты, еще добивание. Все на себя. Осталось только выбить мяч. И вновь не забивает Гросс. Однажды он забил с пенальти, но две ошибки он уже допустил. И с пенальти, и с обычной игровой ситуации удар был неточным. Гросс не забил. Я думаю, можем вызвать партнеров сейчас. Накрывать-то некому. И ошибка очередная. И вот здесь
Не удержался за мяч. Не удержался за мячом Коннелли. Де ля Фуэнте 5 минут добавил Юзрикао. Японский арбитр, по-видимому, или китайский, или корейский, я уже не знаю. Но вот они, 5 минут пошли. 5 минут победы, первой победы Марселя в предсезонном этапе. Если, конечно, не будет ничейный результата на табло. Держит игру у своих ворот Брайтон энд Хоув Альбион, но пока не мяч Марселя сейчас. Опять же, Камара поступил не очень хорошим образом, но пока не сыграл рукой. И вот первая победа Марселя в предсезонном этапе в первом туре. И выиграли, угадайте, у кого? У Брайтон энд Хоув Альбион, который нынче идет во второй части таблицы, или даже в первой, я уже не знаю, как это сказать. Но Аркадиуш Милик провел великолепный матч. Но лучшим игроком мы посчитаем Димитр Пает, который положил вот такой красивый голешник в ворота Брайтон энд Хоув Альбион. Запишите эту минуту, 84-я минута в YouTube Shorts, и, может быть, вы это все и увидите. Ну что ж, уходят футболисты в раздевалку, говоря о следующей игре. Но вот вы видите повтор опасных моментов. Ну а сейчас давайте посмотрим красивый голешник Димитра Паэта, который и положил в итоге конец надеждам Брайтон энд Хоув Альбион. Вот такой красивый голешник. Верхнюю девятину поймал. Попал мяч. Простите. Ну и, соответственно, вот этот гол можно записать как гол лучшего игрока марсельского Олимпика. Ну и, соответственно, по владению мячом у нас не очень хорошая ситуация, но это уже и не важно. Челета Сар, пока его эффективность не на нуле. Ну и вот результаты вы видели на своих экранах, и я думаю, что самое время нам уже фактически посмотреть результаты этих матчей. Результаты в первой группе, первой подгруппе таковы: 4-3 Олимпик Марсель Брайтон энд Хоув Альбион, 1-2 Саутгемптон Торино. Следующий матч мы играем с Саутгемптон, еще одной английской командой, а Торино сыграет с Брайтон энд Хоув Альбион. А в последнем туре мы играем с Торино, а Брайтон энд Хоув играет с Саутгемптоном. Фактически это противостояние двух бывших команд английского чемпионшипа. Одна играет в премьер-лиге, другая в английской первой лиге Empower. Или Skybet, как правильно сказать, я уже не знаю. Во второй подгруппе мы видим, что Лидс Юнайтед обыграл клуб Брюгге, а Хелас Верона с Гранадой обменялись голами 1-1. Во втором туре Верона играет с клубом Брюгге, а Гранада играет с Лидс Юнайтед. В последнем туре клуб Брюгге играет с Гранадой и Лидс Юнайтед с Хелас Вероной. Итак, у нас второй тур. Но этот второй тур вы увидите после того, как мы будем покупать FIFA 22 на PS4. И, соответственно, то, что вы сегодня увидели, это практически было красиво. Но на этом я с вами расстаюсь до следующего нашего выпуска. А когда этот выпуск, мы не знаем. Пока первый выпуск можно считать как началом нашей сегодняшней эпохи за Олимпик Марсель. И вот вы видите ту самую статистику по бомбардирам. Пока ее возглавляет Аркадиуш Милик. По голевым пасам тоже Милик возглавляет на пару с Вормером и Вельбеком. По сухим матчам пока никого нет. Желтые карточки у нас получают Эрман, Армстронг, Белотти, Матис, Адамс, Харрисон и Бессума. И неизвестно, получит ли вторую желтую карточку и пропустит ли вообще в третий тур некоторые игроки. Но это мы узнаем в ближайшее время. А с вами был DZ с канала Супер DZ на Антисекс Супер DZ Дерби. Мы встретимся с вами уже через несколько мгновений. Ну, не знаю, по крайней мере, в декабре мы точно с вами встретимся. Ну и, соответственно, в декабре мы с вами увидим то, что должны видеть все. Карьера за Олимпик Марсель в игре FIFA 22 на PlayStation 4. До новых встреч. Пока.
Пока. Встретимся на футболе.